В чем уникальность нашей технологии? Биолокация – это вполне естественный элемент в природе, которым успешно пользуются многие животные. Этой технологии может научиться и человек для того, чтобы ориентироваться. Успешный тому пример – американский исследователь Дэниел Киш и его команда, которые смогли работать над этим уже на протяжении более 20 лет, и у них есть достаточно хорошие результаты. Нам же удалось задействовать аппаратно-технические средства, которые значительно ускорили скорость как обучения, так и его качественную сторону. Наша девочка Жазира, она на постоянной основе использует его для того, чтобы дать свой фидбэк, дать свои отзывы, комментарии, для того, чтобы мы могли улучшить аппарат и модифицировать его. Также, если бы прототипов было больше, то этим аппаратом могли бы уже пользоваться, например, незрячая девочка Нармин из Азербайджана, которой очень понравился аппарат, и она назвала его аппаратом из будущего. Также мальчик Томас со своим отцом, оба незрячие, они протестировали аппарат прямо в Назарбаев университете. А что я в руках держу сейчас? Вот у меня рука на уровне... Да. У меня два предмета в руках. Вот в одной, вот это в правой руке вы сейчас слушаете. Да. Теперь вот в левой руке у меня другой предмет. Какой размер, примерно? Я двигал, извиняюсь, еще раз поправьте, я двигал руку. Вот примерно вот так идет. Так, а теперь еще один предмет. Это... Да, это типа как... Она плоская. Сразу скажу, плоская. А почему плоская, а не плоская? В чем отличие? Потому что когда плоская, она вот так, даже ладонь, если подставить, она же плоская, вот смотрите. Я понял. Коллеги, кто докладывает? Вот, Рута Николаевна. Гаунжан? Гаунжан? Нет, давайте госслужащие. Я с госорганами сперва буду. Рута Николаевна, вот на чем мы? Последний раз мы вас сказали. Делаем эксперимент. В медико-социальном учреждении проводим обучение новых людей, кто до этого не был. И с ними проводим беседу. И после этого вы мне говорите, если целесообразность, если возможность, то в какой период. Пожалуйста. Ну, мы были где-то недели-две назад, мы были с Даниэлем в МСУ Шарапат, тогда был один человек был. Аркан? Да. Аркан. Какой МСУ? Шарапат, по-моему. А где вот дом представитель есть? Нет, они там заболели. Да. Хорошо. И, в принципе... Сколько человек было? Всего было 4, сейчас один Бауржан, он уехал, сегодня не смог. И есть 3 представителя, это получается Юрий Михайлович, Дерболат и Аркан. Они все проходили в течение обучение. Все обучение в течение месяца. Да. Только после нашего совещания они обучение проходили. Да. До этого проходили? Нет. Новые все. Город Нур-Султанов всех? Да, все город Нур-Султанов. Все, вот теперь Юрий только неделю, да, правильно? Да. Дольше всех кто? Если все собрать 3 сутки. Бауржан и Аркен вы дольше всех. Сколько дней вы проходили 3 обучение? сутки, если собрать полностью. Вопрос, пожалуйста, какие у нас задачи стояли, Рута Николаевна? Ну, должны были посмотреть, насколько успешный данный прибор. И тот день, когда мы были в Шарапате, мы с Аркеном разговаривали, очень позитивно был настроен. Сам по себе человек такой позитивный, и он и к прибору относился, и он даже просил больше уделить время обучения. Пользовался этим прибором всего несколько дней, и, в принципе, с его слов, дал положительное заключение. Но, пожалуйста. Вот я сейчас сегодня специально ходил к РУН, прошелся. Очень прекрасно, мне понравился даже. Я первый этаж полностью прошел, второй этаж полностью прошел, третий этаж полностью. Ни в одном месте не бился, вот клянусь. Мне до сих пор звонит, и то я не знаю. Меня звонит, говорит, можно быть, где заказать этот аппарат? Уже знает аппарат. Я говорю, что не вышел. Говорю. Нас, короче, должен утвердить. Говорю, не знаю, аппарат для детей, для начать, очень хорошо. Для нас тоже хорошо. Я хочу дальше обучиться. Сколько лет вы не видите? 6-й год. 6 лет. Ага. Какие средства вы используете для ориентации на местности? Только вот это. Что? Трость? Трость. Трость. Еще что-то есть? И помощница мне собрала. Больше не Индивидуальный помощник. Да, больше нет. Когда вы с тростью идете, допустим, в Кируэн, вы одни ходите? Нет, нет. А сегодня вы тоже с индивидуальным помощником пошли? Пошел, без трости, без ничего, я сам один. Без трости сами, но с индивидуальным помощником. Вот просто сопровождающий был малька. Ну, сами шли. Я Да, просто сам как шел. наблюдать. Я вначале заходил в здание, вот зайду в здание, стоял как колом, я боюсь, как будто у меня там яма была. Я боялся шаг делать. Без сопровождающего. Вот я поставить, я могу сутки стоять, потому что без сопровождающего я боюсь. А сейчас я с этим зданием, аппаратом захожу, вот я сегодня зашел,
специально я ходил свободно. Что я знаю, у меня впереди стоит стена, есть поворот, я свободно поворачиваюсь. Есть стекло, я уже определяю стекло. Где стекло, где проход, например, узкий проход, длинный коридор, я это определяю. Вот свободно вот это, что я за 3 сутки определил. А вот смотрите, когда вот вы ходите шумно, как вот посторонние шумы, как они будут вам мешать? Есть риск, что вы что-то не услышите и все-таки пойдете вперед? Нет. Если чем больше я буду учиться, любой шум я могу изолировать уже. Возможен риск вашей безопасности, безопасность самого инвалида. Мы с этой стороны точки Я зрения считаю, что рассматриваем. это у них удивительно другой мир. Это зрячий, он будет не сосредоточен на этом, а у них свое видение. У нас свое, у Да, них свое. они же видят Кто видит, кто не по-другому. видит, это большая У разница. них всегда сосредоточен слух. Да. Они когда идут, у них не случится такое. Но вот, ну, когда я иду, опять, я ориентир беру, что вот эту вот часть я иду, не буду дальше, да? Еще все равно-то я страхуюсь, так же? Как-то чувствительность есть, мне кажется. Хорошо. А который видит, Я- не чувствует, я Давайте чувствую. послушаем вот вас, еще двоих. Вот. Давайте, Если кто, Юрий Михайлович, да? Да. И Ербулат Галимович. Да. А есть что-то альтернативная замена? Вы же, как бы, наверное, искали что-то такое подобное на рынке? На рынке? Нету. Я ничего не. Вот это вот аппарат. Все. Понятно. Все, Дамиджан Тыбаевна, оба включайте. В понедельник дайте мне дорожную карту, распишите прям вместе, вот Сергей вместе, прошу, тоже Галамжан, вместе сделайте дорожки две. Нет, у нее свое. Вы с Натальей Николаевной дорожки мне сделайте и мне принесите, чтобы даты были стоять, и подписи поставьте мне. Все ясно.